10 лет назад моя жена бросила меня и 5 наших детей, вынудив меня стать отцом-одиночкой. Не имея другого выбора, кроме как продолжать, я научился совсем справляться, и год от года наша связь с детьми становилась все крепче. Но ничто не могло подготовить меня к ее реакции, когда 10 лет спустя она узнала, что я сделал. Каждое утро я просыпался в 5 утра, наслаждаясь редкой тишиной перед дневными заботами. Варился кофе, и пока шипели блинчики, я размышлял о жизни, которую мы построили. Растить 5 детей в одиночку было нелегко, но каждая улыбка за завтраком стоила того. Их смех заполнил тишину, которую она оставила после себя. «Папа, я не могу найти свою домашнюю работу», — позвал мой младший, возвращая меня в настоящее. Я передал ему забытую коробку с завтраком, и, собрав детей, мы поспешили к двери. На работе жужжание механизмов приносило странное умиротворение, позволяя мне отвлечься от домашних забот. Мои коллеги часто удивлялись, как я со всем этим справляюсь. 5 детей, и он все еще здесь, с улыбкой сказал один из них, качая головой. Они понятия не имели о домашней работе, ужинах и распорядке дня перед сном. Но ради моих детей это того стоило. Однажды вечером, разбирая дневную почту, я застыл, увидев знакомый почерк на конверте. На меня нахлынули старые воспоминания. Чего она могла хотеть сейчас, спустя столько времени? Вскоре после этого Джим, мой руководитель, вызвал меня к себе в кабинет. «Гаррет, мы обратили внимание на твою усердную работу», — начал он. «Мы бы хотели предложить тебе повышение. Это была невероятная возможность, сулящая лучшее будущее. Но ценой этого было время, проведенное вдали от моих детей, жизнь, ради сохранения которой я отдал все». Разрываясь между финансовой безопасностью и драгоценным семейным временем, я знал, что этот выбор изменит все. В тот вечер я сидел со своим старшим сыном, который стал мне вторым родителем с тех пор, как ушла их мать. Его глаза расширились от удивления, когда я рассказал о повышении. Это означает больше денег, но и больше рабочего времени. Он выдавил из себя гордую улыбку. «У нас все получится, папа», — ответил сын, и весомость его слов была не по годам весомой. В этом обмене взглядами между нами промелькнули благодарность и понимание. «Спасибо тебе за все», — сказал я, встретившись с ним взглядом. Он кивнул, и этот простой жест сказал сам за себя. Позже, тем же вечером, любопытство одолело меня, и я открыл письмо. Мои руки дрожали, когда я читал ее слова. Она хотела восстановить отношения, утверждая, что изменилась. Она просила дать ей шанс снова стать частью нашей семьи. Нахлынули гнев и старые воспоминания о ее уходе, о нашей прежней жизни и о боли, которую она оставила после себя. Отложив письмо, я задумался. Я знал, что не смогу ответить немедленно. Это было слишком серьезное дело, чтобы принимать импульсивные решения. Я знал, что должен рассказать своим детям о внезапном желании их матери восстановить отношения. А пока мне нужно было время. За ужином я сдерживался, позволяя им наслаждаться обычным смехом и болтовней. Их спокойствие резко контрастировало с моим собственным беспокойством. «Папа, ты какой-то тихий сегодня», — заметил мой младший, возвращая меня в настоящее. Я заставил себя улыбнуться, надеясь еще немного оттянуть неизбежное. В последующие дни в моей жизни произошли небольшие изменения. Мой старший казался более отстраненным, погруженным в свои мысли, в то время как младшие начали расспрашивать о своей маме. «Как ты думаешь, мама скучает по нам?» — спросил мой средний ребенок однажды вечером, застав меня врасплох. Из их вопросов стало ясно, что время обсуждения письма быстро приближается. Наконец, во время семейного ужина в выходные я собрал всех вокруг себя. Читая письмо вслух, я наблюдал, как на их лицах недоумение сменяется недоверием.
Их реакция была неоднозначной: любопытство, гнев и спокойное принятие. Мои старшие сжали кулаки. Почему именно сейчас, спустя столько лет? Они спрашивали, едва сдерживая раздражение. Младшие были более любопытны. Тогда я заверил их, что без их участия ничего не произойдет. Это, казалось, сняло напряжение, хотя неопределенность сохранялась. Вскоре, по мере роста требований, предъявляемых к моей новой должности, балансировать стало сложнее. Утро начиналось раньше, ночи тянулись дольше, и я постоянно совмещал обязанности. Заметив, что я отвлекся, Джим, мой босс, вызвал меня на беседу 1 на 1. «Гаррет, все в порядке?» — спросил он с неподдельным беспокойством. Я вздохнул, наконец признавшись, что дома все тяжело. Я рассказал о ситуации в моей семье и о том, какие эмоциональные последствия это принесло. Джим выслушал и кивнул. «Это звучит невероятно тяжело», — сказал он с пониманием. «Если вам нужна помощь, просто дай мне знать». Его слова сняли с меня тяжесть, о которой я и не подозревал, и я вновь почувствовал, как могу со всем этим справиться. Воодушевленный советом Джима, я решил проконсультироваться с юристом, чтобы понять, какие у меня есть варианты относительно возвращения жены. Я хотел быть готовым к тому, что благополучие моей семьи останется в безопасности. Встреча с адвокатом внесла ясность в вопросы опеки, дав мне ощущение контроля в этой хаотичной ситуации. Тем временем мои дети начали изучать жизнь своей матери за последнее десятилетие. Вооружившись интернетом, они обнаружили удивительные подробности. «Папа, мы нашли кое-что о маме», — поделился мой старший сын, показывая мне, что они обнаружили. Это рисовало сложную картину ее борьбы и перемен в жизни. Видя, как мои дети взваливают на себя это эмоциональное бремя, у меня защемило сердце. Они росли слишком быстро, взваливая на себя бремя, которого не должны были нести. Из-за того, что на меня навалились проблемы с работой, домом и юридическими вопросами, мой стресс усилился. Каждый день был похож на марафон, в котором почти нечем было дышать. Это был хрупкий баланс, и каждый неверный шаг казался мне потенциальным крахом. И вот однажды вечером мой старший сын показал мне новую информацию о своей матери, которую они нашли в интернете. «Папа, ты должен это увидеть», — сказали он, указывая на посты и статьи в социальных сетях. Ее жизнь отличалась от того, что я себе представлял. Ее борьба и нестабильность были очевидны, и вероятность того, что у нее были скрытые мотивы, казалась более реальной. «Послушай, папа, у нее были трудности», — заметил мой старший сын. Улики заставили усомниться в ее намерениях, но не будучи уверенным, я не решался делать поспешные выводы. Чтобы прочистить мозги, мы всей семьей отправились на короткий отдых в уютный домик у озера, надеясь, что смена обстановки поможет нам расслабиться. Перерыв сотворил чудеса, смех вернулся, и мы обрели ощущение нормальности. «Это именно то, что нам было нужно», — сказал я, когда мы отдыхали у костра, делились историями и расслаблялись. Вернувшись домой, я начал изучать жизнь моей жены, связался с общими друзьями, чтобы собрать фрагменты ее истории. Несколько друзей поделились подробностями, нарисовав картину нестабильности и борьбы. Каждый фрагмент складывался в мозаику, усиливая мою потребность в ясности относительно ее намерений. Как только мы вернулись к обычной жизни, мне позвонили с неизвестного номера. Я снял трубку, и знакомый голос произнес: «Гаррет, это я». Мой пульс участился. Она хотела обсудить возможность навестить детей. Наш напряженный разговор был пропитан отчаянием с ее стороны, но я стоял на своем. «Спустя столько времени, почему именно сейчас?» — спросил я. Ее ответы были расплывчатыми, но ее настойчивость была очевидна. Несмотря на мои сомнения, я согласился на встречу,
поставив жесткие условия. Мы встретимся в общественном месте, и если дети не захотят тебя видеть, на этом все закончится. Она неохотно согласилась, почувствовав мою решимость. В день встречи мы с детьми разделяли невысказанные опасения. Мы ждали в парке. Приехала моя бывшая жена, явно взволнованная видом своих взрослых детей. Дети стояли настороженно, с выражением скептицизма и замешательства. Она попыталась объяснить, но ее слова прозвучали неубедительно. Наконец мой старший нарушил молчание, спрашивая: «Чего ты ждешь от нас сейчас?» Вопрос повис в воздухе, оставшись без ответа. «Как у вас всех дела?» – нерешительно спросила она. Дети обменялись взглядами, не зная, что ответить. «Мы справляемся», – ответил я, сосредоточившись на благополучии детей, а не на своих собственных чувствах. Позже дети поделились своим замешательством и тревогой по поводу внезапного возвращения матери. «Почему именно сейчас, папа? Почему она вернулась?» – спросила моя младшая, ее глаза затуманились от неуверенности. Я вздохнул, прижимая ее к себе. «У меня нет ответов на все вопросы, но мы разберемся с этим вместе», – заверил я, чувствуя тяжесть смешанных чувств. В поисках ясности я решил нанять частного детектива, чтобы он разобрался в ее нынешней ситуации. «Нам нужно знать больше, прежде чем принимать какие-либо решения», – сказала я своему старшему сыну, который кивнул. Следователь, опытный профессионал, пообещал провести тщательную проверку. Передав ему старую фотографию и соответствующие подробности, я настоятельно попросил его узнать все, что можно. Дни превратились в игру в ожидание, наполненную напряжением и бессонными ночами. Каждый раз, когда звонил телефон, мое сердце замирало. Дети чувствовали мое беспокойство, усиливая свое. По прошествии нескольких недель сообщения от следователя начали вырисовываться в тревожной картине. Благодаря разговорам со знакомыми и публикациям в социальных сетях, следователь обнаружила признаки финансовых и юридических проблем. Он сообщил, что она по уши в долгах и даже сталкивается с судебными исками. Я сидел тихо, переваривая информацию. Это было одновременно облегчением и печальным подтверждением моих страхов. Она стремилась не к воссоединению, а скорее к бегству от собственных проблем. «Я так и знал», – пробормотал я, чувствуя тяжесть в груди. В глубине души я надеялся, что на это есть веская причина, но факты свидетельствовали об обратном. Я собрал своих детей и поделился своими выводами. Выражение их лиц изменилось, когда они осознали правду, и каждый из них осознал настоящие мотивы. Мы решили двигаться дальше без нее, чувствуя единство в нашем решении. «Мы сможем это сделать, как и всегда», — решительно сказал я. Дети кивнули, каждый из них принимал реальность ситуации. Наше обоюдное решение защитить семью укрепило нашу решимость, и мы заключили соглашение поддерживать друг друга во всем, что будет происходить дальше. Чтобы обеспечить нашу защиту, я снова проконсультировался с юристом и принял юридические меры для обеспечения нашей финансовой и эмоциональной безопасности. Впервые за несколько недель я почувствовал, как в нашу жизнь возвращается контроль. Позже я собрал своих детей за обеденным столом, чтобы рассказать им о важном событии. Я развернул документы, над которыми работал в тишине в течение многих лет. «Я хочу показать вам кое-что важное», – начал я. Их глаза расширились, когда я выложил документы, которые свидетельствовали о моей любви и преданности им на протяжении последнего десятилетия. Я экономил и инвестировал, чтобы обеспечить всем вам светлое будущее, объяснил я, рассказывая о том, на какие жертвы мне пришлось пойти. Моей целью было помочь вам поступить в колледж и вести стабильную жизнь, сказал я, и мой голос был полон эмоций. Они всегда знали, что я люблю их, но масштаб моих планов был ошеломляющим. Когда мы обнялись, я почувствовал, как меня захлестывает волна облегчения.
Все эти годы тяжелой работы и бессонных ночей принесли свои плоды. Мы начали концентрироваться на наших целях и мечтах, которые больше не омрачались возвращением их матери. «Папа, я хочу вступить в футбольную команду», заявил однажды вечером мой средний ребенок. «Дерзай», подбадривал я, наслаждаясь их возрожденным энтузиазмом. Они вкладывали свою энергию в учебу, хобби и стремление в будущее. Я гордился тем, что мои дети превращаются в сильных, независимых личностей. Каждый из них проявил удивительную жизнестойкость, направив свою энергию на позитивные цели. Мой старший преуспевал в учебе, а младшие находили радость в спорте и искусстве. Их рост стал для меня величайшей наградой, свидетельством силы и единства нашей семьи. Прошлое было для нас просто главой, а наша история была далека от завершения. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на моем месте? Разрешили бы бывшей жене вернуться? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.